Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun artık yeter. Alya ya olur da benden boşanırsa onu bir konağa yerleştirme sözü vermiş. O kadını öğrenmeden evvel olsa asla kabul etmezdi. Ama şimdi durum değişti, öyle değil Cihan. Tek celsede boşanacağız. Sen öyle san. Ne demek şimdi? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что сделает Джихан, чтобы помешать Алье развестись с ним? Что произойдет, когда Джихан узнает, что его мать Садакат предложила Алие переехать в особняк, если она разведется с Джиханом? Сможет ли Джихан держать Садакат подальше от своей жены, чтобы она не мешала его браку? Откажется ли госпожа Садакат от попыток разлучить Алию и Джихана? Сможет ли она развестись с Джиханом за одно слушание, как сказала Аля? Что произойдет между Джиханом и Алией? Выразит ли Джихан свои чувства? Сможет ли Джихан полностью разорвать связи с Майн? Что придется пережить мини-Джихан, которая будет рада разводу? Прав ли Майн, что Джихан не хотел причинять вред Алие? Заставит ли госпожа Фидан Зерин выйти замуж за Демира, чтобы спасти Шахина? Изменит ли ход событий правда, которую признала Зерин, согласившись выйти замуж за Демира? Расскажет ли Зерин Демиру, что они с Каей вместе? Спасет ли он Демира Шахина от бед, в которые тот попал? Сможет ли Кая помешать Зерин выйти замуж за Демира? Если Шахин выйдет на свободу, сможет ли он воссоединиться с Нари? Заставят ли уговоры прислуги особняка развестись Алью изменить ее решение? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан сказал Алие, что он очень сильно любит ее и что он не хочет быть без нее, и заставил ее отказаться от развода, а Алия сказала Джихану, что ее чувства не безответны, чтобы они могли стать немного счастливее, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Джихан подписал протокол о разводе, который ему дала Аля, Аля подумала, что он махнул на нее рукой, и хотя она была расстроена, она не подала виду. В эти моменты Майя внутренне ликовала, и на ее лице появлялась озорная улыбка. Джихан подписался, как будто он согласен, потому что не хотел выносить этот вопрос на обсуждение Мини. По пути оттуда Джихан снова пойдет за Алией и скажет ей, что не разведется с ней. Аля удивлена, потому что она не может понять смысла этой речи, и с другой стороны, она не сможет понять, что он хочет сделать. Хотя Джихан не одобряет вопрос развода с Алией, он узнает от Алии о неприятном предложении, сделанном Садакатом. После того, что он узнал, он предстанет перед госпожой Садакат и потребует отчета перед своими братьями. Госпожа Садакат крайне нагло скажет, что Аля воспользовалась своими знаниями о Майне, иначе Аля не захотела бы разводиться с Джиханом. Когда Нари и Кая узнают об этом, они согласятся с Джиханом и рассердятся на мать, говоря, как ты могла такое сделать. Но как всегда, Гэжи Садакат все равно, что говорят ее дети, и она продолжит делать то, что захочет. Джихан рассердится на Садакту Ханем и скажет: «Я не хочу, чтобы ты хоть раз разговаривала с Алией, не вмешивайся в мой брак и мои решения». Госпожа Садакат будет расстроена вызовом, который бросил ей Джихан, но, конечно, она продолжит пытаться делать то, что хочет. Госпожа Садакат очень упряма и всегда принимает свою собственную правду, поэтому она приводит всех своих детей к несчастью. Джихан сделает все возможное, чтобы следить за Алией в особняке и не дать ей приблизиться к своей матери Садакат. Что касается Гэжи Садакат, она не будет чувствовать себя комфортно, пока они не разведутся, поэтому она продолжит планировать, что делать, и реализовывать планы, которые приведут к их разлуке. Для этой цели он не остановится перед использованием сына Алии, старшего сына Садакат Ханем, внука Барана. Когда Джихан подпишет документы о разводе, Аля начнет считать этот брак законченным и решенным. Хотя он хочет встать и уйти от Джихана, когда Джихан придет за ним и скажет, что все закончится за один сеанс, он поймет, что подписание контракта с Джиханом не является решением или отказом. Джихан определенно не захочет отказываться от этого брака и Алии. Когда они вместе сядут в машину, чтобы вернуться в особняк,
Джихан попытается увидеть хоть какой-то знак эмоций у Алии, говоря о том, что причиной, по которой Алия хочет развода, является предложение, сделанное ее матерью Садакат. Джихан переживает все эти трудности из-за своей любви, которую ему трудно выразить. И я думаю, что он еще какое-то время не сможет признаться Алие в любви. Но оставив Алью в особняке, он сначала встретится со своей матерью, госпожой Садакат. Тогда он сможет пойти к Майне и сказать ей, что он определенно не хочет больше быть с ней и что он влюблен в Алю. Майя не поверит, что Джихан влюблен в нее, поэтому она скажет: «Ты разведешься с Алией не потому, что она заставила тебя страдать, а просто чтобы заставить страдать ее». Однако Джихан больше не позволит Майн говорить глупости и уйдет из ее дома, сказав, что эти отношения окончены и что с этого момента даже не здоровайся со мной, когда увидишь меня. Хоть Майн и не может признаться в этом самой себе, она поймет, что Джихан определенно не хочет заставлять Алью страдать и что он очень любит ее. Демир нацеливается на любовь своего брата и предпринимает действия, чтобы жениться на Зерин, просто чтобы отомстить Джихану. Демир, первым делом поговоривший с Зерин, не теряя времени, поговорит и с Экмелем. Когда госпожа Фидан быстро узнает об этом, она окажет давление на свою дочь, чтобы та вышла замуж за Демира, игнорируя чувства дочери, лишь бы спасти Шахина. Зерин устала находиться в эпицентре всех событий и вынуждена будет принять это предложение. Но Зерин встретится с Демиром и скажет ему, что есть некоторые вещи, о которых ему нужно поговорить, есть вещи, которые ему нужно знать. Зерин расскажет Демиру о своих отношениях с Каей, чтобы потом не попасть в беду. И я думаю, что Зерин может быть даже беременна от Каи. Если это вскоре раскроется, даже если Демиру это поначалу не понравится, позже он может подумать, что это еще большая месть, учитывая, что он отнимет у Каи и жену, и ребенка. Вот почему он не будет возражать против отношений Зерин с Каей. И как только Демир и Зерин поженятся, он передаст видео, которое у него в руках, в полицию и поможет ему выбраться из тюрьмы, а заодно найдет что-нибудь еще, чтобы заткнуть рот Седату. Хотя Шахин и был спасен из тюрьмы благодаря Демиру, он не узнает, что Зерин пожертвовала собой. Даже если пройдет некоторое время, и она узнает, что произошло, для Зерин будет слишком поздно. Шахин очень рассердится на свою мать Фидан Ханым и отца Экмеля из-за этого вопроса. Зерин выдвинет еще одно условие для Демира. Это будет означать, что брак будет заключен тихо. Потому что если Кая об этом услышит, он этого не допустит и усложнит ей жизнь, поэтому он сделает это, не поставив никого в известность. После того, как Кая Зерин выйдет замуж и переедет в дом Демира, она узнает все и будет опустошена. Пока он пытается поговорить с Зерин и выяснить, почему она так поступила, его избивают люди Демира. Когда Нари пошла навестить Шахина и сказала, что все будет как прежде, и Шахин спросил Нари, с ним ли я, а не Джихан, глава Альборы, Нари заколебалась и очень расстроилась, потому что она застряла между любимым человеком и братом. Слова Шахина «Если это случится, ты будешь со мной» ранили Нари и заставили ее сделать выбор. Однако я думаю, что Нари выберет своего старшего брата Джихана. Несмотря на то, что ее любовь к Шахину никогда не уменьшалась, она скажет ему, что не может предать своего брата. Сотрудники особняка придут к Алие и будут умолять ее не разводиться с Джиханом. Они поговорят о том, как хорошо они подходят друг другу, и что Джихан никогда не был так счастлив с тех пор, как Аля и Денис приехали в особняк. Аля не останется равнодушной к их мольбам, ее сердце смягчится, и она начнет медленно относиться к процессу развода. Она поймет, что Джихан на самом деле не знает о ней, и что она на самом деле очень боится порвать с ним во время этого процесса. Как вы думаете, Джихан и Аля смогут развестись? Поймет ли госпожа Садакат, что она не может разлучить Джихана и Алию? Откажется ли Майн от Джихана? Выйдет ли Зерин замуж за Демира? Узнает ли Кая заранее, что Зерин выходит замуж за Демира? Освободят ли Шахина из тюрьмы? Выберет ли Нари поддержку своей большой любви Шахина или старшего брата Джихана? Узнает ли Шахин, что его сестра Зерин вышла замуж за Демира из-за него? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.